Привет всем! Сегодня сделаем вот такое вот кольцо, плетеное кольцо. Для этого убираем все лишнее в нашей сцене, уберем освещение и камеру, но оставим куб. Переходим в режим редактирования Edit Mode. Что нам нужно из этого куба, так это одна единственная вершина, поэтому сводим все к одной единственной вершине. Add Center. Экструдируем на 10 условных единиц. Выделяем все. Правая клавиша мышки. Подразделяем. И ставим здесь значение 7. Теперь из этой линии делаем кривую. Это по одной оси и по другой оси тоже. Так, теперь накинем пару модификаторов. Первым это Subdivision Surface. Ищем Subdivision Surface. И здесь поменяем значение на 2. И еще один модификатор, который мы добавим, это Array. Array. Ставим его первым. Count 10. Увеличиваем количество наших кривых на 10. Здесь можем немножко подправить нашу кривую. Переходим в объектный режим и применяем наши модификаторы. Apply. Apply. Смотрим, что у нас получилось. У нас получилась вот такая увеличенная в 10 раз кривая. Добавляем еще один модификатор Simple Deform. Нам нужно свести эту кривую в кольцо по оси Z. Выбираем ось. Выбираем Bend, согнуть по оси Z на 360 градусов. И применяем наш модификатор. В режиме редактирования выделяем все вершины, клавиша А, клавиша M, by distance. И теперь нам нужно вернуться опять в объектный режим, правая клавиша мыши и конвертируем в кривую. До этого это был mesh. Это было производное от куба. Теперь мы перевели это в кривую. Переходим в настройки кривой. Здесь меняем значение на 1. И в разделе геометрия меняем значение на 2. А здесь поставим 0,5.
точка 55. Правая клавиша мыши и перенесем нашу центральную точку. Set region. Region to geometry. То есть по центру нашего объекта. Чтобы было не с краю, как она была, а по центру. И еще раз. И теперь Shift-S. И сместим, чтобы было по центру наших осей, на пересечении осей наш объект находился. Теперь продублируем наш объект, Shift-D, и развернем по оси Z. R, Z, разворачиваем. Значение разворота должно быть примерно 11 градусов. И дублируем еще раз. Shift-D, R, Z. Еще разворачиваем еще одну нашу. Разворачиваем еще один наш объект. 12 градусов пойдет. Теперь посмотрим, что у нас получается. В принципе, нормально. При желании можно добавить еще толщины. Но нужно не забывать, да, что толщины нужно добавить каждому объекту. Вот такое плетеное кольцо у нас получилось.